Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Фактограф. И сегодня мы поговорим о самых необычных лифтах в мире. Мы покажем вам конструкции, которые не только поднимают нас на высоту, но и поражают воображение своей оригинальностью и инновационностью. Вы когда-нибудь задумывались, что лифт может быть не просто средством передвижения, а настоящим произведением технологического искусства или историческим объектом? В этом видео вы увидите лифт-аквариум, лифт, который соединяет две части города, лифт внутри огромной арки и самый быстрый в мире лифт. Все они настолько уникальны, что аналогов им нет. Приготовьтесь к тому, чтобы узнать о лифтах намного больше, чем вам было известно до этого дня. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь давайте вместе посмотрим, какие лифты действительно способны удивить. Лифт ворот Запада, США. Арка Gateway Arc, или в переводе «Врата Запада», является визитной карточкой американского городка Сент-Луис. Ее высота составляет 192 метра. На арке расположена смотровая площадка, откуда открывается незабываемый панорамный вид на город. Но как на нее подняться? Вам необходимо будет воспользоваться необычным лифтом, состоящим из классической тросовой системы и кабинок колеса обозрения. Всего есть 8 кабин, в каждую из которых помещается по 5 человек. Пассажиры заходят группами в овальное помещение с 5 местами и плоским полом. Лифт передвигается внутри арки, достигая вершины за 4 минуты, и вниз спускаясь за 3. Подъемник движется, однако все пассажиры остаются в привычном вертикальном положении благодаря поворачивающейся под уклоном кабине. А еще двери кабинок выполнены в виде широких стеклянных панелей, и во время подъема туристы могут оценить архитектуру монумента. Элеватор ди Санта-Жушта, Португалия. Лифт Санта-Жушта – исторический символ и одна из самых атмосферных достопримечательностей португальской столицы. Подъемник был построен в 1902 году, а в 2002 году Санта-Жушта-лифт отпраздновал 100-летие и был признан памятником национального значения. Огромное чугунное, окрашенное в темно-серый цвет строение сразу бросается в глаза среди узких, аккуратных улочек города. Шахта лифта имеет высоту 45 метров, а ширина между двумя посадочными платформами 35 метров. Работают две просторные старинные кабины, поочередно поднимающиеся и спускающиеся. В каждой из них предусмотрено 10 стоячих и 19 сидячих мест. Поднимает подъемник 20 человек, а опускает 15. Элеватор ди Санта-Жушта был установлен для того, чтобы помочь жителям города преодолевать высокий подъем между улицей Руа-ду-Ору внизу и площадью Ларгу-ду-Карму вверху. Кроме того, на вершине лифта Санта-Жушта установлена смотровая площадка, откуда открывается живописная панорама старинной части города. Лифт Байлонг, Китай. Лесной парк Чжанцзянце в Китае не был бы настолько популярным, если бы там не построили высочайший лифт. Лифт Байлонг, или лифт 100 драконов, поднимает туристов на высоту 330 метров на смотровую площадку на вершине горы. Конструкция состоит из 3 двухэтажных кабин, каждая из которых может поднять или спустить за один раз до 50 пассажиров. Кабины с панорамными стеклами позволяют уже в процессе подъема наслаждаться красивыми видами. Хотя вряд ли вы успеете, ведь примерно за 120 секунд вы уже будете наверху. Строительство сверхмощного лифта Байлонг началось в 1999 году и было завершено 3 года спустя. При его возведении подъемный механизм был вмонтирован непосредственно в скалы из кварцевого песчаника. Этот лифт не раз становился участником книги рекордов Гиннесса. Так он является самым большим по грузоподъемности, самым быстрым пассажирским лифтом и самым высоким открытым экспозиционным лифтом. Лифт в Лувре, Франция. Лувр уже сам по себе является уникальным местом, собравшим в себе разнообразные художественные коллекции и имеющим богатую историю. Но помимо всего, этот музей славится необычным лифтом, который прекрасно его дополняет. Это футуристическое сооружение как бы вырастает прямо из пола первого этажа, а затем бесшумно и быстро доставляет пассажиров на нужный им уровень. У него нет привычной кабины и крыши, как у обычных лифтов, и он представляет собой колбу с площадкой для пассажиров открытого типа. В кабину помещается 10 людей. Еще более эффектным сооружение цилиндрического лифта делает окружающая шахту винтовая лестница.
Благодаря открытой конструкции лифта во время движения очень удобно обозревать залы музея. Аквадом, Германия. Аквадом – это 25-метровый цилиндрический аквариум из органического стекла, в котором встроен прозрачный лифт. Ну, согласитесь, даже звучит фантастически. Общий объем аквариума около 1 миллиона литров, и в нем обитали 1500 рыб. Аквариум был настолько огромен, что 3-4 дайвера очищали его каждый день. Когда посетители входили в двухэтажный прозрачный лифт, то они могли рассмотреть аквариум изнутри. Аквадом находится в отеле Radisson Blu в столице Германии Берлине. Он открылся в 2004 году, на его постройку ушло около 12,8 миллиона евро. Почему мы говорим о нем в прошедшем времени? Дело в том, что 16 декабря 2022 года в гостинице Radisson Blu случилось масштабное происшествие. Аквариум лопнул, и вся вода вместе с ее хвостатыми обитателями хлынула наружу, затопив двор и улицу. Спасением рыб и ликвидацией последствий занимались около 100 спасателей. В результате почти все рыбы погибли, и 2 человека незначительно пострадали. Фолкеркское колесо, Шотландия. Колесо Фолкерка – единственный в мире вращающийся судоподъемник. Задача лифта колеса – перемещать суда между каналами Юнион и Форт Клайд, разница высоты которых 24 метра, как здание 8 этажей. Колесо названо в честь неподалеку расположенного города Фолкерк в Центральной Шотландии. Этот необычный лифт-подъемник был открыт в 2002 году. Ранее 2 канала были связаны 11 шлюзами, но к 1930 годам они перестали использоваться. Шлюзы вывели из эксплуатации и засыпали. Почему этот подъемник называют колесом? Дело в том, что принцип работы судоподъемника – вращение. С обеих сторон огромного колеса сверху и снизу расположены кессоны – резервуары, заполненные водой. В эти емкости с водой заплывают корабли, и они уравновешиваются. По закону Архимеда заплывшее на платформу судно вытесняет воды собственного веса. Колесо делает оборот на 180 градусов и за пару минут перемещает судно вверх или вниз. Globen Skyview, Швеция. Глобен-арена – излюбленная туристами достопримечательность в Стокгольме. Это одно из крупнейших в мире сферических сооружений, где проходят престижные соревнования по разным видам спорта и концерты звезд мировой величины. Арена выглядит как большой белый мячик диаметром в 110 метров. Высота внутреннего пространства составляет 85 метров. Но нас интересует не само сооружение, а наружный панорамный лифт-гондола Skyview. Фуникулер Skyview был установлен на здании арены в 2010 году. За первый год работы на нем прокатилось 160 тысяч людей. Лифт состоит из 2 сферических кабинок, каждая из которых может перевозить до 16 человек. За 20 минут капсула поднимается на высоту 130 метров. Оказавшись на самой макушке комплекса Глобен-арена, можно насладиться головокружительными панорамами Стокгольма. Лифт Хаммершванд, Швейцария. Лифт Хаммершванд – самый высокий внешний лифт в Европе. Он расположен высоко в скалистых горных стенах горы Бюргеншток и соединяет каменную тропу со смотровой площадкой Хаммершванд. Высота лифта составляет 152 метра, и это расстояние он проходит меньше, чем за минуту. Лифт Хаммершванд был построен в 1905 году для обзора заснеженных Альпийских гор и Люцернского озера. 100 лет назад такое чудо техники вызывало у туристов настоящий восторг. В 1935 году лифт был модернизирован. Деревянные конструкции, шахты и направляющие заменили на более надежные металлические. Несколько лет назад была проведена еще одна серьезная модернизация. Были увеличены вместимость кабины до 12 человек и скорость движения до 3,15 метров в секунду. Подъемник Ласерда, Бразилия. Пассажирский лифт Ласерда является одной из главных достопримечательностей Сальвадора. Необходимость появления лифта возникла из-за индивидуальных особенностей местности города. Город Сальвадор разделен на верхнюю и нижнюю часть. Реализовывал этот проект некий инженер Аугусто Фредерико де Ласерда.
Уже в 1873 году состоялось открытие лифта, а позднее он стал носить имя своего создателя. Подъемник Лассарда соединяет Нижний город, деловой центр, с его историческим районом Верхним городом. Лифт-подъемник представляет собой башню с лифтовыми шахтами и сложной системой противовесов. Высота башни составляет 72 метра. Конструкция лифта предусматривает 4 большие кабины, в каждой из которых может разместиться до 32 пассажиров. Кроме того, лифт Лассарда входит в систему городского общественного транспорта, и поездка на нем является платной. Лифт в Тайбэй-101. Тайвань. Представляем вашему вниманию самый быстрый в мире лифт. Но обо всем по порядку. Тайбэй-101 – многофункциональный небоскреб, расположенный в столице Тайваня – Тайбэе. Это сооружение высотой 508 метров – одно из самых высоких зданий на планете. Лифты – еще одна гордость тайванского небоскреба. Они самые быстрые в мире и поднимают гостей небоскреба с 5-го этажа до обзорной площадки на 89-м со скоростью всего за 39 секунд. Фантастика! Скорость лифта там сумасшедшая, точнее 60 км в час. При этом лифты разгоняются очень плавно, и особой перегрузки не ощущается. Лифты небоскреба Тайбэй-101 занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые быстрые, но рекордные показатели фиксируются только при движении вверх. Спускаются они в 2 раза медленнее. Лифт-асансор, Турция. У турецкого города Измир тоже есть свой лифт-символ – асансор, который входит в число выдающихся городских достопримечательностей. Историческое сооружение, представляющее собой башню с общественным лифтом, расположено в районе Конак. История строительства лифта очень интересна. Его открытие состоялось в 1907 году. Инициатива его строительства принадлежала одному из местных богатых торговцев, который пожелал облегчить подъем с морского побережья из квартала Караташ в квартал Халил-Рифат-Паше на холме. Высота башни этого исторического лифта 58 метров. На верхнем этаже асансор находится кафе и смотровая площадка с прекрасным видом на море. До постройки лифта для подъема между этими 2 улицами использовалась лестница из 155 ступеней. Со временем маленькая улочка, ведущая к зданию, получила такое же название – улица Асансор. Друзья, теперь давайте представим, что прямо сейчас у вас появилась возможность отправиться в любую точку мира и совершить подъем на одном из лифтов из нашего видео. Какой бы лифт вы выбрали и почему? А на этом у нас все. Спасибо вам за просмотр.